Да, давайте. Розкажіть нам про собор взагалі, як давно він тут стоїть, яка в нього є важливість для Одеси в цілому і так далі. Як з точки зору як для духовенства, так і з точки зору культурної спадщини, так, всіх цих моментів. Розкажіть просто, що цей собор собою особлює. Я вас понял. Сейчас буквально минуточку и все. На якій мові треба вам? Як вам зручніше? Да? Собор, прежде всего, это главный храм города. Он называется Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор в честь праздника Преображения Господня. И это первый храм города, который был заложен вместе с нашим городом, с Одессой. Время его закладки в 1794 году. Этот собор находится на главной площади, отсюда и название «Соборная площадь». Это духовное сердце нашего города, главный храм города и самый любимый храм и собор одесситов. Он простоял до 1936 года, когда при Сталине он был взорван и полностью уничтожен. Прошло время, и в 1999 году принимается решение, чтобы наш собор Одесский восстановить. Его строили 10 лет, и в 2010 году он был вновь открыт, построен и освящен. Он был восстановлен в том виде, который мы видим сейчас, как внешне, так и внутренне. Нет никаких различий. Все убранство внутреннее и вид внешний – это такой же, как был до взрыва. Есть архивные фотографии, где это подтверждается. И вообще все было восстановлено по чертежам, которые остались, по фотографиям, которые остались. И я скажу больше, что когда взорвали собор, и мы уже построили обратно, восстановили его, то старые люди, одесситы, которые еще были в то время маленькими, они приносили какие-то части от собора, которые они сохраняли вот на протяжении всего этого времени, как великую святыню. И помнили, приходили, рассказывали, я еще помню, как они приходили сюда со своими родителями, когда они были маленькими. Поэтому собор – это духовное сердце нашего города и самый любимый храм одесситов. Нет ни одной семьи в городе, которая была бы не связана с Спасо-Преображенським кафедральним собором. А от ви кажете, що його підірвали в 36-му році, правильно? А коли його тоді от знесли, наскільки сильно це було? Тобто вони до фундаменту його розібрали, чи там взагалі щось залишилось? Вот, когда вы будете выходить с собора, напротив, с левой стороны стоит 121-я школа. Этот собор, эта школа построена из камня, который появился благодаря взрыву. Они разрушили собор, большевики, и с этого камня была построена школа. Собор полностью уничтожили. И остались только части фундамента. Ничего не сохранилось, потому что настолько мощные были. Его взрывали несколько раз. Не могли взорвать, потому что был очень крепкий раствор, потому что в раствор добавлялись яичные желтки. И не могли это сделать, пока не придумали следующее. Отселили вот эти кварталы, которые сейчас пострадали от взрыва. Отселили людей, заложили много взрывчатки в колокольню. Колокольню взорвали, она на какие-то доли секунды зависла в воздухе и накрыла собор. И потом уже дальнейшее они его разрушали. Но перед этим он был ограблен, все имущество, вся утварь была вывезена в неизвестном направлении. И некоторые ценности, слава Богу, что они сохранились в нашем соборе, и они есть. Добре, давайте тоді перейдемо до сучасного життя собору. Да. От, що можна сказати про, скажімо так, про загально його функцію, якщо от не брати, що зараз війна, і поки що ми не говоримо про те, як він постраждав, ми до цього повернемось. Яка його основна функція була от в мирний час, скажімо так? От просто
Я уже сказал, что з дня в день. его функция как была и в те времена, и в эти времена, это духовное сердце города. Люди сюда приходили молиться. В воскресные и праздничные дни особенно большое количество людей, которые всегда находили время для того, чтобы здесь вознести свои молитвы, помолиться, обратиться к Господу, потому что мы живем сейчас во время войны, и от этого страдает душа человека. Происходит разлад в духовном здоровье. И поэтому человек обязан сегодня уделять время своей душе, чтобы Господь Бог помог ему перенести те трудности, которые возникают сегодня в его жизни. Поэтому собор, как и тогда, так и сегодня, является духовным центром нашего города, который всегда был полон. И это мы увидели, что он важный для всех одесситов, потому что когда был взрыв, после взрыва все, кто мог, одесситы пришли. Здесь было 1000 людей, которые самостоятельно разобрали завалы. Внутри, вы видите, все чисто. Внутри и снаружи площадь соборная, она большая, она была вся усеяна обломками. Это все сделали люди за 8-9 часов. Это они сделали невозможно. Его не разбирали какие-то службы специальные, спасатели. Его разбирали люди. Это говорит о огромной любви к нашему собору. Так, це показово. Давайте тоді поговоримо про, скажімо так, про те, які наслідки має саме оце влучання ракетою в сам собор. І з точки зору, ясно, і матеріальних збитків, але так само і про те, що говорять одесити про цю всю історію. І що ви думаєте про це? І взагалі... Но вы видите, что произошло прямое попадание ракеты, которая уничтожила правый алтарь нашего собора. Собор настолько, это сказали все специалисты в области строительства, что он очень крепко построен, очень надежно построен. За счет этого весь удар принял на себя собор. Все осталось здесь. Сильная взрывная волна, которая уничтожила все окна, все двери, лепнину, роспись, церковную утварь. Практически ничего не осталось, только элементы росписи. Все это было уничтожено. И, конечно же, прекратилось здесь совершаться богослужение, потому что мы видим, от взрывной волны повредился центральный алтарь, где ротонда съехала, разрушена эта стена, левый предел. Но самое главное, что богослужебная жизнь в соборе, она не прекратилась. В соборе продолжается ежедневно совершаться молитвы, потому что целый нижний храм, где совершается богослужение. И уже за это время после взрыва мы уже совершили даже несколько таинств крещения. То есть это говорит о любви одесситов к этому святому месту. То, что принесены огромные материальные убытки, это понятно. Но одесситы, вы знаете, это очень дружный народ. Одесситов знают во всем мире. И одесситы всегда говорят, что одесситы построили этот собор, восстановили. Не помогало государству, а одесситы строили. Поэтому одесситы говорят, что мы его опять восстановим. Ну, це очікувано навіть. Скажімо так, як би ви оцінили, ну я розумію, що це дивно порівнювати, але от що більше збитків чому завдано? Архітектурі і матеріальні збитки, чи саме як от морально-людські якісь такі травми, нанесені цим ударом? Ну, сначала я отвечу по поводу духовности, моральной, да, потому что духовно это людей не сломило, это еще их больше утвердило в вере, еще больше их закалило, и мы увидели, что пришли 1000 людей, которые помогли разобрать завалы, и сегодня очень много людей, я думаю, откликнется еще для его восстановления, это первое. То, что касается материальных убытков, они огромные, потому что вы знаете, что самое ценное в соборе – это внутреннее убранство в любом храме. Это очень долгосрочный процесс росписи, утвари церковной, лепнины, позолоты. Это все очень долго, это быстро не делается.
Поэтому это очень большие убытки. И еще у нас повреждена вся крыша. Сильная, я уже говорил, что сильная ударная волна, у нас просто крыши нет. Мы всю крышу должны переделать, чтобы как-то его законсервировать на осень, на зиму. Ясно. А розкажіть тоді ще трошечки про конкретно вас, про себе. Як довго ви тут служите і яка у вас, може, є трошки особиста історія пов'язана з цим собором? Рассказываю. В соборе, я был на закладке этого собора в 99 году, когда был студентом. И потом в 2004 году, после окончания обучения в Одесской духовной семинарии, Киевской духовной академии, я был назначен нашим владыкой, митрополитом Агафангелом, сюда на служение, в этот собор, когда здесь была колокольня, когда уже можно было совершать богослужение. То есть стояла одна колокольня, и в ней уже совершались богослужения. Как сейчас вот при входе вы видели, да? Вот там мы служили. И в этот момент строился собор. В 2005 году был освящен нижний храм, который очень красивый. Там находится мощь святителя Иннокентия. И в 2010 был освящен верхний храм. То есть собор для меня это вся моя жизнь. Я участвовал во всех этапах строительства. И для меня дорог здесь каждый кирпичик и каждый гвоздик. Поэтому это горе всех людей, и одесситов, я тоже одессит. И это прежде всего моя еще особенная вдобавок боль и утрата, и горе. Но я уверен, что с Божьей помощью мы восстановим этот храм. Ну, дай Боже.